Привет, друзья! Сегодня прекрасная весенняя погода, и я опять иду в лес. Ну, я прекрасно понимаю, что сегодня вряд ли я найду что-нибудь съедобное, но грибоед без леса, как рыба без воды. Природа просыпается, птички поют, красотища! Кто сегодня рано встанет, Хищника в лесу застанет. вы это слышали? Что это такое? Ну ладно, по-другому. Кто сегодня рано выйдет, Хищника в лесу увидит. бред какой-то. Ого! Что это такое у нас? Ух, ничего себе! Кто же погрыз вот так вот дерево? Ничего себе! Что же водится в этом лесу, а? Ну, водоемов поблизости нет вообще. Но реально дерево погрызло какое-то животное. Может, хищник какой-то, а? Ого! Так, ну, грибоеда не испугать. Иду дальше. Так, а вот что-то я интересненькое нашел. Так. Ага. Ага. Что это такое? Сейчас, секунду. А вы знаете, что это такое, ребята? Ничего себе! А ну-ка, сейчас я один сорву. Вот. Вот. А это у нас вешенка оранжевая. Между прочим, очень редкий гриб, кстати говоря. Занесен он в Красную книгу в некоторых регионах России. Он редко встречается в лесах. Ну, честно говоря, этот гриб я в природе вижу вообще первый раз. Никогда в жизни я его не встречал. Но это она 100%. Вешенка оранжевая. Обычно этот гриб растет небольшими семейками или поодиночке встречается. А ну-ка, сейчас я загляну под бревно. Что я здесь увижу? А здесь у нас много-много маленьких вот таких оранжевых вешенок. Видите? Видите, как они интересно растут по всему бревну? Ну, не по всему, а вот такими группами. Этот грибок, как правило, зимой не растет. Ну, только если очень теплая зима. Растет он до поздней осени и может зиму перезимовать. Вот в данном случае, я думаю, что это так и есть. То есть этот гриб, видно, что он уже не свежего такого качества. Вот, этот грибок перезимовал эту зиму. Обратите внимание, шляпка оранжевой вешенки покрыта сверху вот таким вот пушком, таким беленьким налетом. И шляпка, кстати, более тусклая, чем нижняя часть этого гриба. Сейчас я сорву один и покажу вам. Так, а ну-ка, оп. Ну вот, смотрите. Вот. Видите, какая разница большая? Насколько ярче нижняя часть этой вешенки, чем верхняя часть шляпки. Какой яркий гриб, правда? Сразу и не скажешь, что это вешенка. По цвету так уж точно. Хотя именно форма и расположение гименофора, вот этих пластинок снизу шляпки, ну точно как у вешенки. Так вот, друзья, вот этот гриб
оранжевая вешенка является грибом-хищником. Но оказывается, все вешенки – это хищные грибы. Именно так. Все разновидности вешенок плотоядные. Эти грибы, помимо прочего, питаются нематодами. Это круглые черви, которые являются паразитами и живут в гнилой древесине. Вешенка выделяет парализующее вещество и обездвиживает червяка. Затем опутывает его своими гифами и поглощает, то есть съедает. Так что гриб-вешенка – самый настоящий хищник. Вешенка оранжевая относится к условно-съедобным грибам. Ее, как правило, не употребляют в пищу, разве что в молодом возрасте, так как взрослые экземпляры имеют горький вкус. Этот гриб используют по-другому, для украшения ландшафта, садов и парков, так как этот гриб очень красивый. Вы только посмотрите на эти хищные рыжие морды. Ужас какой-то. Запах якобы гнилых овощей каких-то. Ну вот, откровенно сказать, я не чувствую запаха ни дыни, ни гнилых овощей, тем более. Гнилой капусты там или моркови, как пишут. Абсолютно запах съедобных грибов. Ну не знаю, запах вешенки в конце концов. Ну серьезно. Не, ну если понюхать и представить себе, закрыть глаза и представить себе гнилую капусту, например. Ну не знаю. Ну что-то очень отдаленное. Оранжевая вешенка считается условно-съедобным грибом. И кушают ее, собирают очень редко, как правило, в молодом возрасте. Почему? Потому что взрослые экземпляры, ну вот такие, как этот, они горчат, они имеют горечь. И поэтому их не собирают. Ну и плюс ко всему, конечно, по той причине, что это редкий гриб, как я говорил. А я сейчас проверю. Вот сейчас посмотрим, есть горечь или нет у этого гриба, который уже в возрасте, который пережил зиму. И пробуем. Говорят, что он черствый в таком возрасте. Я бы, кстати, не сказал, что он черствый. Ну, пока никакой горечи я не чувствую. Не знаю. А, нет, стоп. Немножко есть горечь, немножко есть. Но натянуто. Не так, чтобы уж прям совсем горький гриб. Нет. Да, есть горьковатый привкус, действительно. А знаете, я сделаю еще один эксперимент. Так как в Украине этот гриб не занесен ни в какую красную книгу, я его срежу и приготовлю. Попробую что-то хоть раз в жизни сделать из гриба, которого я никогда еще не видел в природе. Ну и, естественно, не ел. Так, ну что, попробуем наших хищничков. Для начала я их срежу. Так. Ну что, ну в принципе тут особо и резать нечего. Они легко очень, как видите, срываются. Очень легко и просто. Вот. Так. Вот они, эти волки гнилых деревьев. Волки просто. Так, а снизу у нас волчата. Волчата. О, видите? Вот такие симпатичные. Снизу. Помоложе уже. Но все равно они пережили зиму. Хотя пишут, что они должны быть после зимы еще более тусклые. Но эти почему-то вот такие вот яркие. Но опять же, я приготовлю и попробую. Ну, конечно, вам расскажу. Так, переходим с этой стороны. О! Тут их, кстати говоря, приличное количество. Вон, смотрите. Они набрались уже воды
напитались. Вот, внутри как будто сок. Вот. Так, ну что? Ну что? Так, ладно. Думаю, что хватит. Значит, что я сделал с вешенкой оранжевой? Я ее отварил 15 минут. Затем слил в воду и отварил еще раз 15 минут. Ну, на всякий случай, чтобы попробовать убрать горечь. Ну, посмотрим, получилось это или нет. Все мы знаем, что самый страшный хищник – это человек. Так вот, хищник поедает хищника. Пока горечи не чувствую абсолютно. Это первое. Второе. Я бы не сказал, что жесткий. Абсолютно. Не знаю, по вкусу абсолютно нормальный гриб. И даже очень вкусный. Скажу вам, что вешенка оранжевая достаточно вкусный гриб. Будете ее собирать или не будете, это ваше личное дело. Но учитывайте, конечно, то, что этот гриб является довольно редким. Все говорят: вешенка, вешенка. Оказывается, это совсем необычный гриб. Тем более, что это гриб-хищник, с которым мы сегодня немножко ближе познакомились. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки обязательно. И до встречи на канале Грибоед. Всем пока!